Здравствуйте, дорогие рукодельницы, гости и подписчики моего канала. Приглашаю вас на вязание крючком вот такой красивой шапки с интересным узором коз. Недавно я выпускала мастер-класс вязания этого узора прямым полотном. Смотрите это видео по подсказке, также ссылку я оставляю внизу под видео. Шапочка получается очень толстой, плотной, с высокой макушкой. Она хорошо держит форму. Также ее можно носить с небольшим отворотом. По желанию можно вязать шапочку и с длинным отворотом. Эта шапочка универсального размера. Она хорошо растягивается, поэтому подойдет и на 54, и на 55, 56 до 58 размера. Вот в ширину у меня шапка получилась 24 сантиметра. В высоту 25-26 сантиметров, но если измерять по, допустим, длине ряда, то получается примерно 29 сантиметров. Учтите эти размеры при расчете петель. Я вязала шапочку из достаточно толстой пряжи. Моточек 100 грамм, в нем 100 метров, извините, и у меня ушло 130 грамм. Берите с запасом 150 грамм пряжи примерно той же толщины, или далее я тоже расскажу, какую пряжу использовала. При вязании этой шапки я рассчитала узор так, чтобы он складывался вот такую красивую макушку. Хотите, вяжите шапку и с этим узором по этому видео. Если вам удобно вязать шапку по описанию, где указан каждый ряд и в нем количество столбиков, то приобрести описание вы можете на платформе Boosty. Ссылку на данное описание я оставляю внизу под этим видео. Итак, приступаю к работе. Для вязания шапки я использую довольно толстую пряжу. Это Alize Superlana Maxi. Моточек 100 грамм, в нем 100 метров. Здесь 25% шерсть, а остальное идет полиакрил. И буду использовать крючок номер 7. Конечно же, перед началом вязания шапки необходимо связать образец и рассчитать плотность вязания. Я сделала расчеты, буду вязать шапочку на обхват головы 56 сантиметров, но в принципе из-за того, что узор эластичный, эта шапочка подойдет и на размер 54 обхват головы, 55 сантиметров, 56 и даже 57, то есть универсальная. Смотрите, высчитывая вот ширину шапки, я отнимала 10-15%, чтобы я отнимала 15%, чтобы шапочка была с таким хорошим натяжением, то есть из-за эластичности. Поэтому у меня размер ширина общей шапки будет 48 сантиметров, а если сложенная как пополам, то 24 сантиметра. Учтите это. Я рассчитывала, что в высоту шапочка будет 29 сантиметров, то есть макушка 7-8 сантиметров, основная часть 15 сантиметров и отворот 6-7 сантиметров я сделаю. И по плотности вязания, по образцу плотность вязания у меня в 10 сантиметров 15 петель. Я рассчитала, что я буду набирать 46 петель для начала вязания шапки. Напомню, что шапка вяжется в поперечном направлении. И значит, первый ряд мы набираем на полную высоту, то есть от макушки до низа изделия. По своим расчетам делаю набор петель. Напомню, что у меня крючок номер 7. Делаю начальную петлю на крючке и набираю по своим расчетам 46 воздушных петель. Дорогие друзья, я набрала 46 воздушных петель
И смотрите, цепочка, начальная цепочка воздушных петель получается гораздо длиннее, чем высота шапочки. И это нормально. То есть далее при вывязывании узора начальный ряд, конечно же, будет сжиматься. Поэтому не рассчитывайте на то, что вы наберете начальную цепочку сразу без расчетов на нужный размер. И далее провязываю первый ряд, делаю еще одну воздушную петлю и вяжу соединительные столбики из каждой петли начальной цепочки. Его еще называют глухой столбик или слепой столбик, когда мы вводим крючок за полупетельку и разом провязываем вот такой столбик. Итак, провязываю 46 соединительных столбиков по всей цепочке воздушных петель. Я закончила вязать первый ряд, выполнив 46 соединительных столбиков по всем петлям начальной цепочкой. И вот дошла до начала вязания цепочки. Далее начинаю вязать второй ряд. В начале каждого ряда делаю одну воздушную петлю, поворачиваю работу и вяжу соединительные столбики. Ввожу крючок теперь только в дальние вторые полупетельки и провязываю тоже соединительные столбики. И получается, во втором ряду мне необходимо провязать всего 10 соединительных столбика. 1, 2, 3, 4, 5 и так до 10. Провязав 10 столбиков, ряд закончен. Вновь поворачиваю работу. Начинаю вязать третий ряд с одной воздушной петли и в третьем ряду вывязываю центр первой косички. И здесь провязываю из первой полупетельки соединительный столбик. Далее вяжу 4 столбика с одним накидом. Крючок ввожу тоже в дальние полупетельки столбиков предыдущего ряда. 1 столбик с одним накидом. Далее второй столбик с одним накидом. И также третий и четвертый. Заканчиваю третий ряд соединительным столбиком и поворачиваю работу. Начинаю вязать четвертый ряд. То же самое, одна воздушная петля в начале каждого ряда. И теперь вяжу 16 соединительных столбиков. Причем 6 столбиков будет провязано по полупетлям предыдущего третьего ряда. И еще 10 соединительных столбиков спускаемся вот ниже до первого ряда и вяжем уже по полупетлям первого ряда. Итак, вяжу 6 соединительных столбиков по полупетлям предыдущего ряда. 3. Так, считаем 1, 2, 3, 4, 5 и здесь 6-й столбик. Он немножко затянутый получается. Далее при переходе на ряд ниже обязательно вводите крючок вот в эту горизонтальную перемычку. И после вводите крючок в полупетельку петли на ряд ниже. И далее вяжем еще 10 соединительных столбиков. Довязываю 16 столбик 4 ряда, поворачиваю работу, начинаю вязать 5 ряд. В 5 ряду мне необходимо провязать 18 соединительных столбиков. 16 столбиков я вяжу по полупетлям предыдущего ряда, 4 ряда, и здесь еще дальше провязываю на 2 петлях до 18 столбика.
Итак, вначале вяжу по полупетлям предыдущего ряда 16 столбиков. Итак, я провязала 16 столбик, еще мне нужно провязать 2 столбика и для этого спуститься на ряд ниже. То же самое, ввожу крючок вот в эту горизонтальную перемычку и далее в полупетлю на ряд ниже и провязываю 17 и 18 соединительный столбик, поворачиваю работу. И теперь мне необходимо провязать 16 столбиков, то есть не довязываю 2 петли по полупетлям предыдущего ряда. То же самое в начале ряда 1 соединительный столбик, и вот с первого столбика начинаем вязание и провязываю 16 соединительных столбиков, получается в 6-м ряду. Я закончила 6-й ряд. Далее поворачиваю работу, начинаю вязать 7-й ряд и в 7-м ряду провязываю центр уже вот второй косы. Начинаю ряд с 1 воздушной петли и провязываю 1 соединительный столбик. Далее 4 столбика с одним накидом, крючок также вводим за вторые полупетельки. Второй столбик с одним накидом. Третий столбик с одним накидом и 4-й. Заканчивается 7-й ряд, центр косы с соединительным столбиком. Всего 6 столбиков провязано в 7-м ряду. Далее поворачиваю работу, делаю 1 воздушную петлю и теперь провязываю, всего мне необходимо провязать 18 соединительных столбика. И смотрите, 6 столбиков вяжем по предыдущему, по 7-му ряду. Далее спускаемся вниз, еще 2 столбика провязываем вот на ряд ниже. И еще 10 столбиков, получается, нужно провязать вот по полупетлям первого ряда. 1 воздушную петлю я сделала и начинаю вязать с 6 столбиков по полупетлям предыдущего ряда. 5-й. И не забывайте, считайте столбики. Вот 6-й столбик. Далее при переходе на ряд ниже вводим крючок вот в горизонтальную перемычку. И здесь провязываем 7-й и 8-й столбик. Вводим вновь крючок вот эту горизонтальную перемычку при переходе на ряд ниже. И в полупетлю на ряд ниже. И тут вяжем уже 10 соединительных столбиков. Закончила вязать 8-й ряд, поворачиваю работу, 9-й ряд в обратном направлении, начинаем с 1 воздушной петли и здесь необходимо провязать 20 соединительных столбиков, 18 столбиков по предыдущему ряду и вот 2 столбика здесь уже за центром косы. И начинаем вязание столбиков. Заканчиваю вязание 9-го ряда и вот здесь провязываю 18 соединительный столбик. Далее спускаюсь на ряд ниже, ввожу крючок вот в горизонтальную перемычку и полупетлю на ряд ниже провязываю 19 и 20 соединительный столбик. Далее поворачиваю работу, 10-й ряд, провязываю 18 соединительных столбика, то есть на 2 столбика меньше, чем предыдущий ряд. И значит, мы не довязываем здесь до конца предыдущего ряда 2 петли. Я закончила вязать 10-й ряд, поворачиваю работу и смотрите, у меня уже 2
как бы косички связаны. Сейчас буду в 11 ряду вывязывать центр уже 3 косы. 1 воздушная петля, 1 соединительный столбик, далее 4 столбика с одним накидом, и после столбиков с одним накидом 1 соединительный столбик. Всего в 11 ряду провязано 6 столбиков. Поворачиваю работу, 1 воздушная петля, и в 12 ряду провязываю уже 24 соединительных столбика, и как раз у меня конец ряда доходит до нижнего края шапки. То есть провязываю здесь 6 столбиков по предыдущему ряду, 2 столбика спускаюсь на ряд ниже, и по первому ряду еще 16 соединительных столбиков. При переходе на ряд ниже не забывайте вводить крючок в горизонтальную перемычку. Так, здесь 2 столбика. Вновь переход на ряд ниже, тоже вводим крючок в горизонтальную перемычку. Далее за полупетлю на ряд ниже. И здесь вяжу соединительные столбики до края. Завершаю вязание 12 ряда, и в конце, смотрите, за последнюю полупетельку тоже провязываю соединительный столбик. То есть многие вяжут за 2 полупетельки, чтобы край был крепче, но так как у меня будет отворот у шапки, поэтому я вяжу за 1 полупетельку. Поворачиваю работу, начинаю вязать 13 ряд, и 13 ряд вяжу соединительные столбики больше на 2 столбика, то есть провязываю 24 соединительных столбика по предыдущему ряду, и здесь за центром косы провязываю еще 2 соединительных столбика, то есть всего 26 соединительных столбиков. Заканчиваю 13 ряд, и вот здесь на краю провязываю 24 соединительный столбик. Далее еще спустившись на ряд ниже, необходимо провязать 22 соединительных столбика, то есть до количества 26. Ввожу крючок вот в горизонтальную перемычку и полупетлю на ряд ниже, вот 25 и 26 соединительный столбик. Далее поворачиваю вязание, 1 воздушная петля, и 14 ряд тоже провязываю 26 соединительных столбика до края шапки. Заканчиваю 14 ряд, провязываю 26 соединительный столбик за полупетельку последнего столбика предыдущего ряда и поворачиваю работу. Смотрите, по основной части шапки, по верхней части от макушки у меня провязано 3 косы, но нижняя часть получается уже, поэтому сейчас я еще провяжу 4 ряда, уже не вывязывая узор кос, только соединительными столбиками. Итак, в начале делаю 1 воздушную петлю, и получается в 15 ряду провяжу 16 соединительных столбиков вверх, я закончила 16 столбик, как вы видите, дошла до начала 3 косы. Поворачиваю работу, как обычно, в начале ряда 1 воздушная петля и провязываю 16 соединительных столбиков и дохожу до края шапки.
Заканчиваю вязание 16 ряда. И вот 16 столбик провязываю из полупетли, последняя полупетля предыдущего ряда. Поворачиваю работу и провязываю 17 ряд, 1 воздушная петля, и провязываю здесь на 2 столбика меньше, чем предыдущий ряд, то есть всего провязываю 14 соединительных столбика вверх. Я закончила вязание 17 ряда, провязав 14 столбиков. Смотрите, 2 петли я не довязала до конца предыдущего ряда, и поворачиваю вязание и провязываю в обратном направлении 14 соединительных столбика, и здесь провязываю столбики до края шапки. Закончив вязать 18 ряд, смотрите, первый ряд кос у меня закончен. Далее начинаю вывязывать второй ряд узора кос, и для этого провязываю ряд от низа шапки до верха, но делаю убавление для макушки, будет убавление также в узоре, и провязываю, получается, вверх 41 столбик. То есть смотрите, если посчитать общее количество столбиков, то я провязываю на 5 столбиков меньше, и получается я раз, два, и здесь раз, два, три, вот не довязываю 3 столбика до верха последней косы. Итак, начинаю вязание 19 ряда с 1 воздушной петли и вяжу соединительные столбики. И в этом ряду, смотрите, идет множество ступенек. Раз ступенька, 2 ступенька, и здесь 3, 4. Здесь уже до этой ступеньки мы не довязываем. При переходе вот на ступеньку ниже, при вязании столбиков, не забывайте вводить крючок в эти вот горизонтальные перемычки. Итак, я провязала от начала 14 соединительных столбиков, довязала до первой ступеньки, и здесь при переходе ввожу крючок в горизонтальную перемычку, в полупетлю на ряд ниже, и провязываю еще 2 соединительных столбика. Вновь ввожу крючок в перемычку на ряд ниже, и здесь вяжу раз, два, получается, по-моему, 10 до следующей ступеньки. В общем, довязываю соединительные столбики, и там делаю точно такой же переход. И при этом, видите, здесь ряды хорошо смыкаются. Начинаю вязать второй ряд узора кос. И начинаю 20 ряд. 1 воздушная петля подъема, и провязываю 8 соединительных столбиков. Закончив 20 ряд, поворачиваю работу. 1 воздушная петля. Начинаю вязать 21 ряд. И 21 ряд — это центр косы, вот в начале от макушки. Это первая косичка. Провязываю 1 соединительный столбик, 4 столбика с одним накидом. И в конце ряда еще соединительный столбик, то есть в 21 ряду провязано всего 6 столбиков. 2 столбика не довязываем до края, поворачиваем работу, начинаем вязание 22 ряда, 1 воздушная петля, и здесь провязываем 16 соединительных столбиков, 6 столбиков по предыдущему ряду и 10 на ряд ниже.
При переходе на ряд ниже не забывайте вводить крючок в горизонтальную перемычку в начале, затем в полупетлю столбика на ряд ниже. И еще тут 10 соединительных столбиков. Всего в 22 ряду 16 соединительных столбиков. Закончив вязание 22 ряда, поворачиваю работу. 1 воздушная петля. И в 23 ряду необходимо провязать 18 соединительных столбиков. 16 столбиков вяжем по предыдущему ряду. И далее вот на 2 столбика провязываем дальше центра косички. Итак, я провязала 16 столбиков. Теперь перехожу на ряд ниже, ввожу крючок в горизонтальную перемычку и провязываю еще 2 соединительных столбика. Поворачиваю работу, 1 воздушная петля, и теперь провязываю 16 столбиков, не дохожу 2 столбика, 2 петли до конца предыдущего ряда. И тоже 1 воздушная петля в начале ряда, и начинаем вязать соединительные столбики за вторые полупетельки. Закончив 24 ряд, где было провязано 16 соединительных столбиков, поворачиваю работу. И 25 ряд это центр второй косы. 1 воздушная петля и провязываю 1 соединительный столбик. Далее 4 столбика с одним накидом. И завершается ряд 1 соединительным столбиком. Всего провязано 6 столбиков. Поворачиваю работу, 1 воздушная петля и далее провязываю 18 соединительных столбиков. 6 столбиков по предыдущему ряду, здесь на 2 полупетельках 2 столбика, и 10 столбиков получается по еще на ряд ниже. И начинаю вязание. Шесть столбиков провязано, перехожу на ряд ниже, вводим крючок вот в горизонтальную перемычку и еще 2 столбика на ряд ниже за вторые полупетельки, и переходим еще раз на ряд ниже, и здесь вяжем 10 соединительных столбиков. Закончив 18 соединительный столбик в 26 ряду, поворачиваю работу, и 27 ряд вяжу 20 соединительных столбиков, 18 столбиков по столбикам предыдущего ряда, и дальше центра косы еще на 2 петельки. 1 воздушная петля, и начинаю вязание столбиков. Провязав 18 столбик до края ступеньки, делаем переход. Здесь вводим крючок в горизонтальную перемычку и ниже за полупетельку. И провязываем 19 и 20 соединительный столбик. Поворачиваю работу. 28 ряд, 1 воздушная петля, и вяжу в обратном направлении 18 соединительных столбика. То есть на 2 столбика будет меньше, чем предыдущий ряд.
Закончив вязать 28 ряд, поворачиваю работу и в 29 ряду вывязываю центр уже третьей косы. 1 воздушная петля, и здесь вяжу, как обычно, соединительный столбик. Далее 4 столбика с одним накидом. В конце соединительный столбик и поворачиваю работу на вязание 30 ряда. 1 воздушная петля, и в 30 ряду вяжу соединительные столбики до края шапки. Здесь будет 6 столбиков, еще 2 на ступеньку ниже, и остается 13. То есть всего будет в этом ряду 20 соединительных столбиков. Итак, начинаю вязание. Здесь перехожу на ряд ниже, ввожу крючок за горизонтальную перемычку и полупетлю на ряд ниже. 7, 8 соединительный столбик, вновь перехожу на ряд ниже, ввожу крючок за полупетельку и здесь провязываю 13 еще столбиков до края шапки. Закончив вязать 30 ряд, здесь я провязала 20 соединительных столбиков, поворачиваю работу и в 31 ряду вяжу 22 соединительных столбика от края шапки, довязываю до центра косы, это 20 столбиков, и после центра косы вот на ряд ниже еще на 2 петельках нужно провязать 2 соединительных столбика, 1 воздушная петля, и начинаем вязание соединительных столбиков. Итак, я довязала до верха косы, и здесь перехожу на ряд ниже, ввожу крючок вот в эту горизонтальную перемычку и 2 столбика дальше косы провязываю. Поворачиваю работу и теперь вяжу 32 ряд. Здесь вяжу соединительные столбики до края шапки, то есть тоже 22 соединительных столбика. Начинаю вязать 30 ряд, и в 30 ряду провязываю соединительные столбики по верху центра косы, затем спускаюсь на ряд ниже вот на 2 полупетельках и еще на ряд ниже, здесь 13 соединительных столбиков должно быть, то есть всего провязываем до края шапки 21 соединительный столбик. Начинаем ряд, как обычно, с 1 воздушной петли и вяжем соединительные столбики. Здесь 6 столбиков. Далее переходим на ряд ниже, вводим крючок вот в горизонтальную перемычку, 2 столбика, вновь переходим на ряд ниже и здесь провязываем до края шапки соединительные столбики. 31 ряд идет по лицевой стороне, и здесь от края шапки провязываем до края косы и еще на 2 петельках 2 столбика дальше. То есть всего здесь будет 21 плюс 2 будет 23 соединительных столбика. Начинаем ряд, как обычно, с 1 воздушной петли и вяжем соединительные столбики. Довязав до края косы 21 столбик, спускаюсь на ряд ниже, здесь ввожу крючок вот горизонтальную перемычку и в полупетельку на ряд ниже. 22
и 23 столбик. Поворачиваю вязание и сразу начинаю вязать 32 ряд, это будет, и провязываю 23 столбика в обратном направлении до края шапки доходит этот ряд. Я закончила вязать 32 ряд, и теперь узор кос у меня второй ряд выполнен, но мне еще необходимо провязать 4 ряда по низу шапки соединительными столбиками. И для этого я в 33 ряду делаю одну воздушную петлю и провязываю вверх 16 соединительных столбиков. Провязав 16 столбиков, здесь я дошла до центра косы, поворачиваю работу, 1 воздушная петля и в обратном направлении вяжу 16 соединительных столбиков до края шапки, и это будет 34 ряд. И еще провязываю 35 ряд 14 соединительных столбиков вверх и 14 соединительных столбиков вниз, 36 ряд, чтобы дойти до нужной ширины по низу шапки. Закончив вязать 36 ряд, я, можно сказать, полностью закончила второй раппорт узора вязания косы в высоту. И еще будет третий ряд кос, и он будет тоже сокращенный, чтобы сделать убавление по макушке. И смотрите, здесь я от низа шапки довязываю вверх до центра вот этой вот третьей косы в последнем ряду. И здесь я буду не довязывать 4 петли до края. То есть всего мне необходимо провязать 37 соединительных столбиков. Делаю одну воздушную петлю и начинаю вязать соединительные столбики. И не забывайте выполнять переход на ступеньках при вязании столбиков. Тут будет 1, 2, 3, 4 ступенька. Здесь уже не довязывая 4 петли, ряд заканчивается. Итак, я закончила вязать 37 ряд, провязав 37 столбиков. И здесь я не довязала 4 петли вот до края последнего ряда. И перехожу в 38 ряду на вязание третьего ряда кос. Он будет еще более укороченный. 38 ряд, 1 воздушная петля и провязываю 8 соединительных столбиков. Закончив вязание 8 столбика, поворачиваю работу, начинаю вязать 39 ряд, и это будет центр косы уже третьего ряда кос. Смотрите, обязательно располагайте косы в шахматном порядке по сравнению с предыдущими рядами, то есть между центром от предыдущего ряда кос. 1 воздушная петля, и здесь провязываем соединительный столбик, 4 столбика с одним накидом, и в конце ряда 1 соединительный столбик. Далее поворачиваем вязание, 1 воздушная петля и вяжем 40 ряд 16 соединительных столбиков, 6 столбиков по полупетлям от последнего ряда, и переходим здесь на ряд ниже и дальше еще 10 соединительных столбиков. Здесь при переходе вводите крючок, вот она, горизонтальная перемычка и полупетелька на ряд ниже. И получается здесь ниже провязываем 10 соединительных столбиков.
Закончив вязание 40 ряда, поворачиваю работу и в 41 ряду провязываю 18 соединительных столбиков, от 16 по петлям последнего ряда, и здесь спускаемся на ряд ниже на 2 полупетельках и еще 2 столбика, 1 воздушная петля и вяжем соединительные столбики. Итак, я провязала 16 столбиков и теперь делаю переход на ряд ниже, здесь за горизонтальную перемычку и полупетельку ниже, и тут 2 столбика довязываю, поворачиваю работу, и будет 42 ряд, провязываю 16 соединительных столбиков, то есть до конца предыдущего ряда не довязываю 2 петли. Перехожу к вязанию 43 ряда. Здесь вывязываю уже центр второй косы, 1 воздушная петля, 1 соединительный столбик, 4 столбика с накидом, заканчиваю ряд, 1 соединительный столбик, поворачиваю вязание, 1 воздушная петля и начинаю вязать 44 ряд. Этот ряд уже вяжем до края шапки, то есть больше вывязывать косы не будем. Здесь провязываем 6 столбиков, спускаемся на ряд ниже 2 столбика и еще на ряд ниже, и здесь провязываем 19 соединительных столбиков, то есть всего будет 27 соединительных столбиков в 44 ряду. Итак, начинаем вязание. Спускаемся на ряд ниже, вводим крючок вот в горизонтальную перемычку и полупетельку на ряд ниже. И то же самое на второй ступеньке. И здесь довязываем соединительные столбики до края шапки. Закончив вязать 45 ряд, вот я довязала до 44 ряд я довязала до края шапки, начинаю вязать 45 ряд от края шапки вверх. Здесь провязываю 27 соединительных столбиков до края центра косы, и дальше еще провязываю 2 столбика, спустившись на ряд ниже, и начинаем вязание столбиков. Итак, я довязала 27 столбик до края косы, и здесь ввожу крючок в горизонтальную перемычку и полупетельку на ряд ниже, и еще 2 столбика провязываю. Поворачиваю работу, 1 воздушная петля, и 46 ряд провязываю тоже 29 столбиков, получается до края шапки. Закончив вязать 46 ряд, теперь осталось провязать еще 4 ряда. Здесь по низу шапки только соединительными столбиками, чтобы ширина основного узора соответствовала внизу ширине вот манжета. И для этого я делаю 1 воздушную петлю в начале ряда и в 47 ряду провязываю 20 соединительных столбиков, вот как раз до начала второй косы. Заметьте, что третий ряд кос всего 2 косы провязано, дальше узор я не выполняю. Итак, я провязываю в 47 ряду 20 соединительных столбиков вверх. Я закончила 47 ряд, провязав 20 столбик как раз до начала косы, и здесь поворачиваю работу, 1 воздушная петля и 20 столбиков в обратном направлении как раз до края шапки.
49 ряд, провязываю на 2 столбика меньше, чем предыдущий ряд. В начале делаю одну воздушную петлю и провязываю 18 соединительных столбиков. То есть 2 петли не довязываю до конца предыдущего ряда. Закончив 49 ряд, поворачиваю работу и вяжу 18 столбиков соединительных столбиков до края шапки. Дорогие рукодельницы, я закончила 50 ряд вязания шапки, и на этом, можно сказать, четверть работы по вязанию шапки завершена. Внизу шапка провязана тоже на четверть необходимой ширины. Напомню, что этот узор очень эластичный, поэтому если в сжатом состоянии измерять, то я провязываю шапку на ширину 48 сантиметров. То есть сейчас у меня четверть вот полотна получается примерно 12 сантиметров. Высоту шапка составляет вот 30 сантиметров, и макушка вот примерно 7-7,5 сантиметров будет убавление по макушке. И здесь отворот будет тоже примерно 6-7 сантиметров. И основная часть примерно 15-16 сантиметров. Здесь в зависимости от того, какой отворот вы сделаете. И далее перехожу на вязание 51 ряда. И по сути 51 ряд будет как первый ряд в начале вязания. То есть здесь я провязываю 51 ряд, все столбики, то есть довязываю до верха макушки, будет 46 соединительных столбиков. В 51 ряду, конечно же, сравниваются все вот эти ступеньки. Сейчас я покажу, как вывязывать все эти моменты. И далее 51 ряд можете смотреть как первый ряд, 52 ряд как второй ряд от начала вязания шапки, и так далее. Повторяется с 1 до 50 ряда вязания шапки, и увязывается так 2, 3 и 4 четверть. То есть 4 раза необходимо всего повторить с 1 по 50 ряд. Итак, начинаю 51 ряд, 1 воздушная петля, и здесь вяжем соединительные столбики вот до первой ступеньки. Итак, я провязала 18 столбиков, вот дошла до первой ступеньки, делаю переход, ввожу крючок вот за горизонтальную перемычку, полупетельку на ряд ниже и провязываю еще 2 столбика. И вновь идет ступенька, здесь также делаю переход, ввожу крючок в перемычку, полупетельку на ряд ниже и провязываю вот до следующей ступеньки. А следующая ступенька это уже идет край косы. Довязываю соединительные столбики до края косы. И здесь тоже делаю переход. Вот она, горизонтальная перемычка. Можно взять крючок с более тонким ушком или немножко вот расширить эту перемычку, чтобы вколоть головку крючка. И полупетельку на ряд ниже затягиваем рабочую петельку, если она сильно расширилась, и провязываем дальше соединительные столбики. И здесь смотрите, дальше уже идут вот более большие ступеньки на 2 ряда ниже, и сейчас покажу, как здесь провязывать такие перепады. Здесь мы вводим крючок за 2 горизонтальные перемычки. Вот одна идет перемычка и ниже на ряд. То есть здесь получается на 2 ряда мы спускаемся вниз и затем полупетельку внизу и провязываем, получается, все 4 петли с крючка. Здесь довязываем соединительные столбики до следующей ступеньки, и тут тоже идет спуск на 2 ряда. Вот она, одна горизонтальная перемычка, еще на ряд ниже, и
за полупетлю ряда и провязываем соединительный столбик. Здесь 3 соединительных столбика. И вот вновь идет спуск. Растягиваем перемычку. И здесь провязываем последние 2 соединительных столбика вот до верха макушки. И вот так сравнивается в 51 ряду последний, то есть первый ряд нового повторения. Итак, начинаю вязать новые повторения узора кос. 52 ряд, 1 воздушная петля и провязываю 10 соединительных столбиков. Также крючок вводим за вторые полупетельки 51 ряда. Провязав 10 столбик, поворачиваю работу, и 53 ряд, как третий ряд, 1 воздушная петля, и здесь идет центр косы, 1 соединительный столбик, далее 4 столбика с одним накидом. Заканчиваем 53 ряд соединительным столбиком. Вот видите, здесь идет как повторение. Поворачиваем работу, 1 воздушная петля. И здесь я провязываю 16 соединительных столбиков, точно так же, как 4 ряд. И то же самое делаем переход по ступенькам. В общем, далее я показывать не буду. Можете смотреть видео сначала и точно так же выполнять все действия. Итак, я сейчас провяжу основную часть шапки и в завершении покажу, какая получается общая деталь и как шапку сшивать. Дорогие рукодельницы, я закончила вязать основную часть шапки, связала узор, повторяя с 1 по 50 ряд 4 раза. То есть вывязала 4 таких клина, и у меня, смотрите, получилась вот такая идеальная макушечка в виде конуса. Она плавно закругляется кверху. Здесь шапочка идет ровно, внизу резинка. В ширину получается примерно вот 22 сантиметра, но помним, что это очень эластичный узор, поэтому размер будет универсальный. И смотрите, вот идет начало вязания, далее вот одно повторение 3 косы, второе повторение 3 косы, третье и четвертое. И после 4-го повторения здесь я в итоге сделала еще один ряд, как первый ряд, то есть провязываем от низа шапки до верха, до самой макушки один ряд соединительных столбиков, чтобы сравнять все ступеньки. И теперь я буду выполнять шов вот по задней стороне шапки от макушки до низа. И шов буду выполнять по лицевой стороне с помощью крючка. Итак, дорогие рукодельницы, сейчас я буду соединять вот этот шов на задней стороне шапки, соединять начало вязания и последний ряд. Вот смотрите, у меня последний ряд, начало вязания, вот он, кончик нити, шов проходит по лицевой стороне. И в начале вот эту вот петельку, рабочую петельку, я ее специально вытянула, пропускаю, вот протягиваю через вот первую, видите, полупетельку. Вводим крючок, захватываем петлю и просто протягиваем эту петлю. И далее затягиваем петельку. Здесь как получается начало соединения. Далее мы будем выполнять ряд соединительных столбиков, но так скажем наоборот. Смотрите, у нас вот эта вот нить от клубка должна проходить внутри шапки.
То есть не сверху, как обычно мы вяжем, а внизу. И вначале мы вводим крючок, вот смотрите, вот за эту полупетельку начального ряда. И далее сверху за вторую полупетельку вот последнего ряда. И захватываем ее крючком. Можно взять крючок номером чуть меньше. Далее подхватываем рабочую нить и вначале протягиваем вот рабочую нить через первую, вот вторую и рабочую петлю, то есть через 3 петли. То есть и мы провязали как соединительный столбик, только немножко как бы наоборот. И повторяем, вот вводим крючок вот за следующую полупетельку начального ряда. Далее вот за вторую полупетельку последнего ряда захватываем рабочую нить, и здесь удобнее поочередно. Раз, два, три провязывать. И вот у нас получился второй как соединительный столбик, который соединяет две половинки шапки. И таким образом мы сшиваем, вот соединяем две детали. Не торопитесь, делайте все аккуратно, спокойно, и шов получится ровный, и он будет совсем немного выделяться на фоне общего полотна. Так, вот здесь все-таки удобнее взять крючок с более тонкой головкой, так как у меня толстый крючок номер 7, то неудобно подхватывать вот такие петли затянутые. И вот вы видите, шов идет от макушки и вниз. Сейчас я выполню шов до конца, то есть все полупетельки, что в начале, что и в последнем ряду, у нас количество петель одинаковое. И при завершении вот у нас должно точно совпасть начало и конец нижнего края. Дорогие рукодельницы, моя шапка готова. Вот такой получился еле заметный шов на задней стороне. Здесь небольшое отверстие на макушке я тоже стянула. Кончики нити спрятала на изнанке. Вот такой получается узор на макушке, если смотреть сверху. И вот так вот он складывается по длине шапки. Макушечка получается полукруглой. Шапка хорошо держит форму, она высокая. Можно делать небольшой отворот и носить шапку с отворотом.